Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует Центр духовного развития. Сегодня у нас завершающая встреча из серии медитации онлайн. Тема встречи «Мир как одна семья». С нами старший преподаватель ЦДР Диди Судха. Good afternoon, dear friends. Today is our final meeting for meditation online, organized by Center of Spiritual Development. Today's theme, World as a Family. Here is Диди Судха online. Good afternoon, dear sisters and brothers. Добрый день, дорогие сестры и братья. Hope all of you are sitting comfortably, ready to listen and to experience. Я надеюсь, что все вы удобно сидите, вы готовы слушать и получать опыт. In today's lesson, you will have less to listen, or write at least, but more to experience and reflect. В сегодняшнем уроке вы будете меньше слушать и записывать, а больше ощущать и размышлять. Before we begin, I just want to remind you about the questions, if you have any, connected to the previous themes and today's theme. So you can send your questions to the address which you see now on the screen. И перед тем, как начать, я хочу еще раз вам напомнить, что если у вас возникли какие-то вопросы по предыдущим темам или появятся по сегодняшней теме, вы можете присылать их по электронной почте по адресу, указанному на заставке. You can note down the address. Вы можете записать адрес. Okay, so let us now begin with a minute of silence. Итак, давайте начнем с минуты безмолвия. Before we just sit in silence, today I want to tell you one new word. Перед тем, как мы просто посидим с вами в безмолвии, я хочу вам сказать сегодня одно новое слово. And these words, actually two words, these words are Om Shanti. На самом деле два слова, и эти слова Ом Шанти. Very simple words, but very deep meaning. Очень простые слова с очень глубоким смыслом. The meaning of Om Shanti is I am a peaceful being. Смысл слов Ом Шанти – «Я спокойное существо». Why I want to say you this today? Because our theme is such, the world as one family. Почему я вам хочу сказать сегодня эти два слова? Потому что сегодня наша тема соответствует этому. Мир как одна семья. Let us sit in silence, in this awareness. I am a peaceful being, and let the vibrations of peace spread around the whole globe. И давайте посидим в безмолвии с осознанием того, что я спокойное существо, и пусть вибрации покоя распространятся по всему земному шару.
Thank you. Спасибо. Did you feel that you are a peaceful being? Вы почувствовали, что вы спокойное существо? You just created the thought that you are a peaceful being, and you begin to feel the vibrations of peace. Вы только создали мысль, что вы спокойное существо, и почувствовали вибрации покоя. Because it is truly our original nature. Потому что это на самом деле наша изначальная природа. The whole world needs peace. Весь мир нуждается в покое. Let's contribute in creation of world peace. Давайте внесем и свой вклад в создание мира и покоя в мире. When we talk of world as a family, then as a family member, this becomes my duty, my responsibility. Когда мы говорим о том, что мир — это одна семья, то это становится моим долгом, моей семейной обязанностью как члена этой семьи. So, the theme world as one family. Итак, тема «Мир как одна семья». This concept of world as one family and universal brotherhood has been in conversation since ages. Это концепция «Мир как одна семья» и концепция всемирного братства обсуждается уже веками. And since many number of years now, people also have begun to talk on this concept of unity in diversity. И уже достаточно много лет люди в мире говорят о такой концепции, как единство в разнообразии. Many international institutions were established to make this concept a reality. Было создано много международных организаций для того, чтобы эту концепцию воплотить в реальность. Many international conferences, many projects were released, so that to bring this into the awareness of people that world is one family. Было проведено множество международных конференций, создано много международных проектов для того, чтобы эта идея «мир как одна семья» действительно уложилась в интеллектах людей. There was, year 2000 was declared as the International Year of Culture of Peace. 2000 год был провозглашен годом культуры мира. There was a manifesto with 6 principles to make this culture of peace a part of human life. Тогда был выпущен манифест, в котором упоминались 6 принципов, позволяющие сделать культуру мира и покоя частью жизни. There were dialogues among civilizations. Был диалог цивилизаций. There were many interfaith dialogues are organized here and there in the world so that, this concept of world as one family will be strengthened. И также было проведено по всему миру много межконфессиональных диалогов для того, чтобы укрепить эту концепцию «мир как одна семья». But if we look at the picture of today's world, can we really say that the world looks like a family? Но если мы посмотрим на картину сегодняшнего мира, можем ли мы сказать, что мир действительно выглядит как одна семья? Let us for a couple of minutes bring in front of us the picture of the entire world.
И давайте на пару минут представим перед собой картину мира в целом. Yes, there is a lot of diversity in this world. Да, этот мир очень разнообразен. This diversity is not any obstacle. Это разнообразие отнюдь не является препятствием. But what we see around many parts of the world, millions of people who are suffering. Но мы видим вокруг, что во многих частях мира очень много людей страдает. Millions are starving. Миллионы голодают. Millions do not have drops of drinking water. У миллионов нет капли питьевой воды. There are so many who do not have anything to cover their bodies. Многим просто нечего одеть. There is so much pain and suffering in the world. В мире столько боли, столько страданий. There are wars, bloodshed. Войны, кровопролитие, There is crime, there is torture. преступления, пытки. There are so many poor people. Очень много бедных людей, много нищеты. Do I feel some responsibility while being the member of this world as one family? Чувствую ли я свою ответственность как члена единой семьи этого мира? Human being is supposed to be merciful and kind. Полагается людям быть милосердными и добрыми. Do I have the feelings of mercy and kindness for all these suffering people? Чувствую ли я милосердие и доброту в отношении всех тех страдающих людей? Or I am busy in my own world? Или я занят в своем собственном мире? No. I am the part of the world, and therefore I do have responsibility for the welfare of the world. Но я часть этого мира, и на мне лежит ответственность за благополучие всего мира. Ask yourself, can you bring these feelings of kindness in your heart to help the world? Спросите себя, можете ли вы наполнить свое сердце чувством доброты для того, чтобы помочь всему миру? But this mercy and kindness should come in action. Но милосердие и доброта должны проявиться в действиях. Only actions bring the result. Только действия дадут результат. Can I stop myself for making any useless expenditure? Могу ли я сам отказаться от любых бесполезных расходов? Can I stop wasting food and water? Могу ли я перестать расходовать впустую еду, воду?
Can I control myself for not buying those things which are actually not needed? Могу ли я контролировать себя и не покупать то, что мне на самом деле и не нужно? You might think, but how will it help the whole world? Может быть, вы подумаете, а как это поможет всему миру? It will help. Это поможет. A lake is made up of drops. Озеро появляется по каплям. Every drop counts. Каждая капля идет в расчет. Every penny counts. Каждая копейка идет в расчет. Every moment counts. Каждое мгновение идет в расчет. Every grain counts. Каждое зернышко идет в расчет. Let us realize the value of these small units. Давайте осознаем ценность этих маленьких капель. Are you ready? Вы готовы? I feel yes. Я чувствую, что да. If you become sincere in your efforts, angels will help you. И если вы будете искренни в своих усилиях, вам на помощь придут ангелы. I'll tell you one small story. Я расскажу вам одну небольшую историю. There was fire in a forest. В лесу был пожар. All the big animals began to run here and there to hide somewhere to protect themselves. И все большие звери метались в отчаянии, пытаясь как-то спастись. They hid themselves somewhere till the fire will extinguish. И они укрылись где-то, пытаясь переждать пожар. There was a small bird. Там была маленькая птичка. The small bird did not try to hide itself. И эта маленькая птичка не пыталась найти себе укрытие. There was a small pool. This bird flew there and took a drop of water in its beak, flew back again where there was fire, and threw this drop on this fire. Она нашла небольшой пруд, она подлетала к нему, набирала в клюв воды и летела туда, где полыхал пожар. И там она проливала эту каплю из клюва. And then again went to the pool, filled the beak with water, and again where there was fire. Потом она снова летела к этому пруду, она набирала в клюв воды, и снова она проливала его на огонь, ее на огонь. Not very far from there, some monkeys were sitting. Неподалеку сидели обезьяны. They began to laugh at this bird. Они стали смеяться над этой птицей. "Hey, you are foolish. Do you think with these drops this fire will extinguish?" Ну какая же ты глупая. Неужели ты думаешь, что эти твои капли способны потушить пожар? The bird peacefully replied, "Maybe you are right. These drops will not extinguish the fire." И эта птица спокойно им ответила: да, возможно, вы и правы, что эти капли не погасят пожар. But I am doing that what I can. Но я делаю то, что я могу. And so she continued, this bird continued her effort of bringing the drops and trying to put off the fire. И эта птица продолжала свои усилия. Она набирала в клюв воду и несла туда, где полыхал пожар. And seeing this effort of the small bird, is this little bird, the angels came and to help the bird.
И, глядя на усилия этой маленькой птицы, прилетели ангелы, чтобы ей помочь. And there was a big shower of rain, and the whole fire extinguished. И начался ливень, и пожар погас. So you may be a small individual. If you begin to make sincere effort for making this world as a world of peace and happiness, angels will help you. И, может, вы действительно один маленький человек, но вы начнете прилагать искренние усилия для того, чтобы сделать наш мир единым как семья. И в ответ на ваши усилия появятся ангелы, и они вам помогут. So create these feelings of mercy and love and kindness in your heart for this huge entire world. Поэтому формируйте в своем сердце чувство милосердия, любви и добра в отношении всего нашего огромного мира. And stop wasting. И не тратьте ничего впустую. Today when you go home or after this session, maybe you are sitting at home, just check yourself. Are you wasting anything, even a single grain, even a single drop, even a single penny? И сегодня у себя дома, когда завершится эта сессия, обязательно проверьте, не тратите ли вы что-то впустую, даже каплю воды, даже одно зернышко. This will be our first step towards making this world as one family. И это будет наш первый шаг к тому, чтобы сделать этот мир единым, как семья. Now let's move further. Давайте продвинемся дальше. When we use the word family, it implies certain family values. Когда мы произносим слово «семья», это подразумевает определенные семейные ценности. The first of them is, of course, love. И, конечно, первое – это любовь. It is respect for each other. Это уважение друг к другу. It is mutual understanding. Это взаимное понимание. It is care and concern for the well-being of each other. Это внимание и забота к благополучию друг друга. It is cooperation. Это сотрудничество. The feeling of responsibility. Чувство ответственности. And very important also is honesty. И также, что очень важно, честность. When these values exist in the family, it's a family. It's a family where there are peace and happiness. И когда все эти ценности присутствуют в семье, тогда это семья, где царят мир и счастье. But when selfish motives, greed, anger, and dishonesty begin to creep in the behavior of one or more members of the family, Но когда поведение одного или нескольких членов семьи окрашивается корыстными мотивами, жадностью, эгоизмом, anger, гневом and dishonesty, и нечестностью, is very important. это очень важно. Selfish motives, greed, anger, and dishonesty. Корыстный мотив, жадность, гнев и нечестность. When these begin to creep in the behavior of family members, one or more, И когда это начинает проникать в поведение членов семьи, кого-то одного или нескольких, then conflicts begin. начинаются конфликты. And when the conflicts grow, the family breaks.
А когда конфликт разрастается, семья разрушается. Today we see in the whole world many such scenes. В современном мире мы видим много подобных сцен. One family is the unit of the whole world as one family. Одна семья – это ячейка всего мира, как одной семьи. If such is the situation of the single nuclear families, then we can imagine the situation in the world as one family. И если такая ситуация в одной семье, которая является ячейкой общества, то мы можем представить себе, какая ситуация в мире в целом. The same applies to the world as applies to the small family. Все, что относится к маленькой семье, относится и к миру в целом. In the small family there are conflicts, in the bigger family there are wars. В маленькой семье конфликт, в большей семье война. Whom to blame? Кого винить? We can't blame anybody. Мы никого не можем обвинять в этом. We need to begin with the self. Нам нужно начинать с себя. Let us start with one small family. Давайте начнем с одной маленькой семьи. But when I say family here, I don't only mean the family of 3, 4, 5 members, mother, father and children, or grandparents. Но когда я говорю здесь о маленькой семье, я не имею в виду только такую семью, где мать, отец, дети, бабушки, дедушки. No. Yes, this is a family. But for me, any institution is a family where people work together. Безусловно, это семья. Но для меня и любая организация – это тоже семья, то есть то место, где люди работают вместе. Where we every day meet, every day work together, every day breathe in the same air, and we are all working towards one organization. Где все мы каждый день встречаемся, мы вместе работаем, мы дышим одним и тем же воздухом, и мы вносим вклад в деятельность одной организации. That is also a family. И это тоже семья. If we are living in a home where there are 10, 20 flats, probably this is also a comparatively bigger, comparatively wider, but it is a family. Если мы живем в доме, где 10-20 квартир, то это, конечно, уже больше по масштабу, но все равно это семья. So let us think about these three examples. One, small family, grandparents, parents, and children. Second, our neighborhood, this big home, this a wider family. And the third, our place of work. We are working together as a family. И давайте подумаем сейчас об этих трех семьях. Одна – это та маленькая семья, где бабушка с дедушкой, родители, дети. Другая – это наши соседи, то есть тот дом, в котором мы живем. И третья – это та организация, в которой мы работаем. Let me ask myself. We sit in silence and give ourselves a few questions. И сейчас давайте посидим в безмолвии, чтобы задать себе несколько вопросов. Do I have love and respect for each member of these three families? Есть ли у меня любовь и уважение к каждому члену этих трех семей? Am I honest in my behavior, in my relationship
in my exchange with each member of these three families. Насколько я честен в своем поведении, в своих взаимоотношениях, в своих обменах с каждым из членов этих трех семей. Do I have the feelings of care and concern for the well-being of each member of the family? Есть ли у меня чувство заботы и внимания к тому, чтобы у каждого члена этих семей все было благополучно? What is important for me? My selfish interests or the welfare of the family? Что для меня важнее? Мои корыстные мотивы или благополучие семей? Do I make efforts to understand them? Прилагаю ли я какие-то усилия к тому, чтобы понять их? Am I ready to listen to them properly to understand them? Готов ли я их выслушать так, чтобы я смог их понять? Do I fulfill my responsibilities for the welfare of these families? Исполняю ли я свои обязанности ради благополучия этих семей? Do I not sometimes become an obstacle for any member of the family? Не становлюсь ли я иногда препятствием для какого-то из членов этих семей? I have now understood the law of karma. Я сейчас понял закон кармы. I will get that what I will give. Я буду получать то, что я отдам. I ask myself, what do I want to have in my life? Я спрашиваю себя, что я хочу в этой жизни? I want to be loved. I want to be cared. I want to be respected. Я хочу, чтобы меня любили. Я хочу, чтобы обо мне заботились. Я хочу, чтобы меня уважали. I want to be understood. Я хочу, чтобы меня понимали. I want to be forgiven for my mistakes. Я хочу, чтобы мне прощали мои ошибки. All these wants will be fulfilled if I behave in the same way with every member of these three families. Все то, чего хочу я, исполнится, если я буду вести себя подобным образом
в отношении всех членов этих 3 семей. I express love, I get love. Я проявляю любовь, и я получаю любовь. I respect, I am respected. Я уважаю, и меня уважают. I care, I am cared. Я забочусь, и обо мне заботятся. I cooperate, I get cooperation. Я сотрудничаю, и со мной сотрудничают. I forgive, I am forgiven. Я прощаю, и меня прощают. This is the practical application of the understanding of the law of karma in life. Это практическое осуществление понимания закона кармы в жизни. With these values, the broken families will join. Благодаря этим ценностям разбитые семьи воссоединятся. Have the aim in your life to create trust. Поставьте перед собой цель в жизни. Выработать доверие. Let us now move further. Давайте продвинемся дальше. If we see this family of humanity, this global family, every human being wants peace of mind and world peace. Если посмотреть на семью человечества, на всю эту глобальную семью, то все в этом мире хотят, чтобы был мир в мире. Everyone wants to be in peace. Everyone wants peace around him and in the entire world. Все хотят, чтобы они жили в покое, все хотят, чтобы царил покой вокруг, и в мире был мир. Nobody wants wars. Никто не хочет, чтобы была война. As I told you, a lot of effort since ages have been made in this direction. И я вам говорила уже, что веками в этом направлении прилагалось множество усилий. Many research work has been done on this. И проводилось много исследовательских работ на эту тему. A lot of effort is still being made. Очень много усилий продолжается и по сей день. But somehow this is not becoming a reality. Но это никак не становится реальностью. So if you analyze deeply, you will understand that this concept of world as one family, it is not a concept of science. It's not a concept of any other branch of knowledge. It's a concept of spirituality.
И если вы задумаетесь над этой концепцией «мир как одна семья», то вы поймете, что это не научная концепция. Эта концепция не имеет отношения ни к какой области науки. Эта концепция имеет отношение к духовности. The roots of this concept lie in spirituality. То есть эта концепция коренится в духовности, уходит корнями в духовность. Otherwise, what is happening is different physical reasons in this human family have become the cause of conflicts and wars. А иначе очень много самых разных физических причин в этой мировой семье становятся поводами для конфликтов и войн. We are all human beings. Мы все люди. All have 2 eyes, 2 ears, 2 hands, 2 feet. У каждого 2 глаза, 2 уха, 2 руки, 2 ноги. All want peace. Все хотят жить в мире. All want love and all want to love. Все хотят любить и быть любимыми. All want to remain happy. Все хотят быть счастливыми. All cry and all laugh in the same language. Все плачут и смеются на одном языке. But the physical reasons have created discriminations. Но физические причины создают дискриминацию. Because of the color of the body, Из-за цвета кожи, because of different faiths, из-за разных вероисповеданий, because of different nationalities, из-за разных национальностей, different cultures, разных культур, different languages, разных языков, hundreds of reasons. сотни причин. You know, it's actually not at all wise to consider these aspects to be important. Но это абсолютно не мудро считать все эти аспекты такими важными. How does it matter who speaks in what language? Какая разница, кто на каком языке говорит? How does it matter of which color the body a person has? А какая разница, какого цвета кожа у человека? How does it matter where the person was born, in which country, in which part of the world, which nationality he has? И какая разница, кто где родился, в какой части мира и какой он принадлежит национальности? How does it matter? Какое это имеет значение? It's a human family. Это семья, человечество. But when the spirituality inside dies, these become the important factors. Но когда внутри умирает духовность, все эти факторы становятся важными. But if we can awaken, so to say, resurrect that spirituality within us, Но если мы сможем пробудить в себе, то есть восстановить в себе эту духовность, we can bring back this world into a world of peace and happiness. мы сможем вернуть тот мир, который действительно будет миром покоя и счастья. This desire of human beings that there should be world peace itself proves that there was a time when there was peace in the world. Это желание человека, чтобы в мире царили мир и покой, говорит о том, что действительно были когда-то такие времена, когда мир был таким. We lost it because of our wrong identification, because of our ignorance. Мы утратили это из-за того, что стали неправильно себя идентифицировать, из-за своего невежества. We forgot about our real identity. Мы забыли о своей истинной сущности. Recognizing my real identity
and recognizing the real identity of every human being in this world is the awakening of spirituality. Узнать свою истинную сущность и узнать истинную сущность каждого человека в этом мире и значит возродить духовность. When people talk of universal brotherhood, they don't even say brotherhood and sisterhood. They say brotherhood. It also has some meaning. Когда люди говорят о всемирном братстве, они не говорят, что это братство и сестринство. Они говорят только братство. Значит, и в этом тоже есть какой-то смысл. At the spiritual level, there is no gender. На духовном уровне нет даже различия в поле. I am a soul, you are a soul. Я душа, и вы душа. I am a point of light, you are a point of light. Я точка света, и вы точка света. I am a living star, you are a living star. Я живая звезда, и вы живая звезда. We are absolutely similar in size and form. Мы абсолютно одинаковы по размеру и форме. Our language is the language of love. Наш язык – это язык любви. Our color is white, Наш цвет – белый, pure. чистый. We radiate peace, purity, love and happiness. Мы излучаем покой, чистоту, любовь и счастье. Look at everyone as a soul, Смотрите на каждого как на душу, your brother, на своего брата, your spiritual brother, на своего духовного брата, as a point of light, как на точку света, the living star. на живую звезду. Emerge your feelings of love, Проявите свое чувство любви, pure love. чистой любви. Share this pure love with everyone. Поделитесь этой чистой любовью с каждым. Try to feel this. Try to create this vision, this picture, and you will see all the walls which are created between the humanity begin to disappear. Постарайтесь это почувствовать. Создайте перед собой этот образ, эту картину, и вы почувствуете, как все стены среди человечества начнут исчезать. And the world really becomes one family. И мир на самом деле станет одной семьей. Let us meditate for a few minutes. Давайте несколько минут посидим в медитации. Visualize yourself at the top of the globe. Представьте себя на вершине земного шара.
Feel mercy for this crying world. Почувствуйте милосердие к этому кричащему миру. Become aware of yourself as a tiny living star. Осознайте самих себя как крохотную живую звезду. The star radiating love, mercy, compassion, Звезду, которая излучает любовь, милосердие, сострадание. Look around the globe at all the human beings. Посмотрите на всех людей, населяющих этот земной шар. These are all souls in their bodies. Все они души в своих телах. These are my brothers. Это мои братья. Looking at their pain and suffering, today I decide not to waste anything. Видя их боль и страдания, я решаю для себя сегодня ничего не тратить впустую. Maintain my inner peace and calm and spread these vibrations of peace. Сохранять свой внутренний покой и умиротворенность и распространять вибрации покоя. Make efforts to understand each one who comes in my contact and cooperate with them. Прилагать усилия, чтобы понять каждого, с кем я встречаюсь, и сотрудничать с ними. Forgive the one who gave me pain in the past and forget the past. Простить тех, кто принес мне боль в прошлом, и забыть это прошлое. And become an instrument to bring peace in the smaller family, in the wider family, and in the global family. И стать инструментом для того, чтобы воцарился мир и покой в моей маленькой семье, в большей семье
и в глобальной семье. This is what gives the feeling of real contentment, that as a human being, in my human life, I could be of use to my global family. Это то, что дает мне настоящую удовлетворенность, что как человек в этой человеческой семье я могу быть полезен для всей глобальной семьи этого мира. Let us have this aim that we will not have to create any more memorials of the war. И давайте поставим перед собой такую цель, чтобы нам не пришлось больше возводить военных памятников. Let us understand the value of coexistence, cooperation, and the human community. Давайте поймем ценность сосуществования, сотрудничества, человеческого сообщества. With such wishes, pure wishes for the entire humanity and individually for each one of you, I finish here. И с этими чистыми пожеланиями, добрыми пожеланиями ко всей семье человечества и к каждому из вас лично, я на этом завершаю. So thank you for being with us during all these 7 days. Спасибо, что вы были с нами все эти 7 дней. I wish you progress and further learning on this path. Я желаю вам прогресса и дальнейшего обучения на этом пути. Just wanted to inform you, next week we are beginning another series. И я хочу вам сообщить, что на следующей неделе у нас начинается новая серия. The first lecture of that series will be on Tuesday. Первая лекция из этой серии состоится во вторник. The series is called Easy Raja-yога. Общая тема этой серии – легкая раджа-йога. The time of this meetings sessions will be the same, 17:00 Moscow time. И сессии будут начинаться в то же время, в 17 часов по московскому времени. And the first lesson will be on Tuesday, 12th of May. Первый урок состоится во вторник, 12 мая. The theme is knowledge about the self, soul. Его тема – знание о себе, душа. You can see the program on the screen. На экране вы видите всю программу. And it will be good to register yourself. И мы рекомендуем вам зарегистрироваться. All the best. Live long, be happy and healthy.
Всего вам наилучшего. Живите долго, будьте здоровы и счастливы. Om Shanti. Ом Шанти. I am a peaceful being. А я спокойное существо. Другими глазами взгляни на все, что творится вокруг. Запутались люди во лжи, проблемы, как замкнутый круг. И старая наша земля слезы печальные льет, хоть ранены болью сердца, но в сердце надежда живет. Только жители